Бока-Которский залив – это наикрасивейшая и крупнейшая бухта на Адриатическом море. Которский залив называют южным фьордом Европы, но в отличие от фьордов Норвегии он имеет не ледниковое, а тектоническое происхождение. Территория вокруг Которского залива была заселена со времен античности и сохранила множество средневековых городов. Посещение залива – обязательная часть отпуска в Черногории, потому что по дороге вам встретятся как старинные города, так и множество устричных ферм, в которых обязательно, как я считаю, нужно остановиться. Есть, конечно, и рестораны с крутыми видовыми характеристиками. С их веранд открывается вид на поражающий взор пейзаж. Вы знаете, здесь даже воздух особенный. Как известно, он богат йодом, озоном и эфирными маслами. Именно поэтому на берегах залива построили оздоровительные центры, которые специализируются на лечении болезней дыхательных путей. Мы уже зашли в ресторан, выбрали столик. Сейчас посмотрим меню. Вода очень прозрачная. На той стороне тоже ферма. Ферм здесь очень много. Вот еще одна ферма. Здесь выращивают и мидий, и устриц. Ну, еще несколько слов про меню данного заведения. Оно довольно-таки дорогое, в том плане, что стоимость блюд высокая. Что нас поразило, что здесь есть веганский бургер, Андрей решил попробовать. И даже указывают, что если это майонез, то он веганский. Наши напитки. Андрей, вода без газа. А у меня, кстати, вино с газом. Все наоборот.
Сюда стоит приезжать за красивыми видами. Мы сейчас попробуем местную кухню. Я уверена, она очень вкусная, но цены, конечно, высокие, потому что заведение такое очень высокого уровня, я бы так сказала. Это прям ресторан-ресторан. Я ожидала увидеть меню, на столе сразу побежала смотреть цены. А мне сказали, в ресторанах так не принято. Меню мы приносим по запросу, на столе лежит только карта с напитками, с алкогольными. Вот, я теперь буду знать, что в таких заведениях приличных сразу нельзя искать еду, нужно подождать, пока к тебе подойдут и попросят, спросят, что вы будете туда-сюда. Вид очень красивый, вода прозрачная. И я не жалею, что мы сюда приехали, преодолев такое большое расстояние. Возможно, в следующий раз стоит воспользоваться паромом, но мне хотелось прокатиться на машине. Вот мой осьминожек. А у меня догадайтесь, Да-да-да-да. Я бы ни в жизни не догадалась. Так как я знаю, что ты очень любишь мясо, я бы никогда в жизни не подумала, что ты способен попробовать веганский бургер. Ну, ты посмотри, какая порция большая. Порция большая, ты меня удивил. Вообще Потому очень что удивил. Я думаю, что этим даже можно какую-то картошечку, как будто ничего веганского в принципе нет. Да, Этим хотя можно твое точно блюдо в наесть. 3 раза дешевле, чем мое, а порция, ты смотри какая. Я думаю, ты прям напитонишься сейчас этим блюдом. Ну а я буду как лакшери сегодня. Тяжелый люкс у меня, осьминожек. Попробуем. Главное, чтобы он легко жевался, чтобы он не был тянучий, как резинка. И, наверное, нужно спрыснуть лимончиком. Сейчас я попробую это сделать. Это, кстати, лайм. Лайм. Очень мягкий, не резинка. Идеально. И по соли все хорошо. Перфекто. Резать точно не буду. Так как это бургер, мы будем пробовать его руками. Начнем с этого. Попробуем, сможем ли мы отличить мясо от не мяса. Выглядит очень аппетитно, я тебе так скажу. Вкусно. Вкусно? Я бы сказала, что некоторое мясо там, сложно уточнить, в каких заведениях, где делают бургер. Не, лучше бы, если они, может быть, вот такие делают. Потому что мясо иногда на мясо не похоже. А, здесь Это похоже на мясо? Ну, оно не похоже, но это Не все... похоже. Да, но ты все равно чувствуешь, что это Начинка достаточно сытный Ну, это, наверное, знаешь, из бобовых, наверное, сделали как такой фарш. Мы с тобой просто не пробовали, надо будет почитать вообще, как он делается. Просто веганам очень мало что можно. Поэтому вот эта вот начинка, она интересная. Это тоже сытно и, так скажем, не лишает людей вкуса еды. Вот это самое главное, чтобы не пресное было. В любом случае можно посолить, поперчить, но это еда полноценная, со всеми витаминами и минералами. Приятного! Спасибо.
Одной из съедобных достопримечательностей Бока-Которского залива являются устрицы. Именно здесь создаются идеальные условия для выращивания этих вкусных моллюсков. Устриц в Черногории выращивают местные фермеры, поэтому гарантия свежести вам обеспечена. Да наливай уже целый. Купаться, Да. В холодной воде. Да, с парковкой здесь сложности. Мы встали на аварийку, чтобы просто попробовать устрицы и поехать уже дальше домой. Кстати, расскажи, почему мы в Перос не попали, не доехали? Потому что там, ну, первая платная парковка, и вниз все-таки, ну, я думаю, что, скорее всего, когда совсем туристический сезон не пускают, вот, если бы мы, наверное, бы жили, ну, там есть все равно гостиницы, то, скорее всего, пустили бы, да, а так не было смысла там, ну, там единственное, как опция, ну, наверное, тоже платная, и то не факт, что это для всех туристов, может быть, это отельная опция, что паркуешься здесь. Гольф-кары. Потом гольф-кары, да. Да, ну Да, и другой еще момент, что ну, тоже, скорее всего, тот, кто знает, вот эта девушка, которая стояла, как ты говоришь, держала место, она просто подошла вперед, ну, действительно, возможно, держала место, и, собственно говоря, парень проехал на машине, он там что-то сказал, что все, как бы, место занял, да, то есть, ну, как бы там паркинг, там не написано, что платный, то есть нет никакого. так в том-то и дело, что там не было написано, что паркинг платный, скорее всего, что это все-таки бесплатный, да, они предлагают больше, опять эту больше, схему больше, да. 8 евро, либо там берите экскурсию до острова, тогда бесплатно, или. Не, ну, скорее всего, это больше связано с экскурсией, что, потому что он, как это... Да, скорее всего, это были продавцы экскурсий. Отмахнулся, что сказал, что я уже был, он там потерял интерес, как бы. Да, он потерял интерес и такой еще, знаешь, там чуть тебя не послал на тревогу за то, что ты был уже на этом острове. В общем, мы решили не заезжать. Может быть, потом когда-нибудь, не в сезон, поедем отдельно и заедем. Но так мы его видели, Пираст, издалека, с противоположной стороны, и это было красиво. Сверху, да, мы рассмотрели, в принципе, всю набережную, все древние постройки. Так что, да и время уже вечереет. Расстраиваться мы не будем. Мы заехали на устричную ферму. Попробуем устрицы. Домашнее вино я попробовала хорошее. И поедем уже домой, потому что прям вечереет. Дорога у нас еще длинная. Ну и, как сказал Андрей, парковки нет. Мы так встали не очень аккуратно. А машина прокатная, так что надо все-таки как-то быстро решать дела. Сейчас нам принесут, но я думаю, что мы расплатимся, но я пойду посмотрю там, чтобы все было нормально. Да. Нам принесли наши 4 устрички, они похожи на французские, маленькие. Ну, то есть обычно вот во Франции я вот была в ноябре, и там вот очень похожие устрицы были, французские. С ривьеры. Попробуем. С Черногорской ривьеры устрицы сейчас все будет. Ну, в общем, да, ребят, в Перос мы не попали. Андрей уже сказал, почему. Потому что парковка стоит 8 евро. Если на экскурсию до острова, то бесплатная. При этом, что нам показалось, все-таки парковка бесплатная, просто нужно занять место. В общем, мы не поняли эту схему. И там действительно есть шлагбаумы. Может быть, можно как-то за денежку через шлагбаумы проехать. Тоже не разобрались. Видели у шлагбаумов спорткары. От отеля они или что, выяснять уже не стали, потому что негде было встать, чтобы выйти и пойти проверить всю эту схему. Вот. И решили поехать просто на устричную ферму, потому что она уже закрывалась через полчаса. И, собственно, мы попали. Сейчас мы быстренько 4 устрицы съедим и поедем дальше. Ну, посмотрели город со стороны, посмотрели его из окна кабриолета. Будем считать, что посмотрели. В общем, как-то вот так.
Для нас этот город стал последним на отпускном маршруте, хотя для многих это самый первый город, в который попадает большинство туристов, прилетая в Черногорию. Здесь расположился аэропорт. В отличие от столицы, где также есть аэропорт, жизнь в Тивате кипит круглосуточно. Рестораны, бары, кафе, выставки, фестивали, вечеринки, а удобное расположение позволяет быстро добраться и до центра страны, и до бока Которского залива, о котором я рассказала ранее. Самый крутой достопримечательностью является Порто Монтенегро. Это комплекс класса люкс. Здесь расположены бутики, дорогие рестораны и самые роскошные яхты. Кстати, Порто Монтенегро считается лучшим яхт-комплексом на всей Адриатике. Что касается самого города, скажу коротко, это самый молодой город на побережье Черногории. Говорят, он был назван в честь царицы Теуты, которая правила в Бока-Которской бухте. Гуляя по Тивату, у меня сложилось впечатление, что я гуляю не по Черногории, а по Монако. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I think this life could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel, I think they want me to settle. There's nobody on my level. They think that work is too stressful, I think that work is essential. The grind is all in your mental, and
I don't think you understand what I'll go through just to be in control of my life soon. All the negativity, man, I'm immune. I don't really need a mask with all I've been through. I've been making changes for the ages. 5-10 year plans are contagious. I attack that shit, I'm tenacious. And if you ain't, get the fuck out of my way then. Got one life, I won't regret it. I will fight until I get it. I'll look back one day from heaven and say, damn, I learned some lessons. And say, damn, I had no questions. I had fun in every second, and the journey was a blessing, yeah. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. Мы нашли гавань с лодками попроще. Вот, это гавань здесь, в самом конце набережной, за забором. Андрей, почему все лодки простые здесь, а не там? Я думаю, что вопрос стоимости. Вот, и чтобы своим внешним видом не смущали, наверное, мега красивые лайнеры. К сожалению.